Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Яна, я только что вернулась из отпуска и решила снять вам видео про результаты марта, свои долги по вышивке, планы на апрель и вроде бы все на этом. Хочу начать видео с того момента, что у меня неделю назад вроде как вышло 2 недели назад. В общем, многие из вас пропустили 11 серию. Тем не менее, она есть на канале, и, скорее всего, вы ее не видели, вообще не обратили внимания. Это был мой косяк, я там перепутала даты, выпустила 2 видео в один день, потом это поняла, закрыла видео. Когда я его решила открыть, уже как бы оно публиковалось с недельной давностью. В общем, не суть. Суть в том, что мне будет приятно, если вы все-таки посмотрите это видео, потому что я его монтировала буквально перед отпуском, старалась, чтобы вышло оно все-таки было готово, и вот перепутала даты. Ну, неважно. Значит, что там? Там было то, что я успела сделать до отпуска, много по вышивке я не успела, но те, кто любит Буэнос-Айрес, тем, кому интересно смотреть, там достаточно много было разных мест города, мы там гуляли, и можно даже по, как это называется, тайм-кодам либо пролистать Буэнос-Айрес, если он вам не нравится, либо пролистать вышивку, потому что, по сути, я там ничего особо такого интересного не показывала. Теперь давайте перейдем к актуальному, скажем так. Я позже скажу о том, что я там накопила долгов из того, что я планировала сделать в марте, а у меня еще оставались долги за февраль, поэтому долгов я накопила много, и даже думала о том, что, возможно, не делать опрос, что мне вышивать в мае, чтобы вот ваше голосование, скажем так, отменить. Я каждый месяц выбираю 2 работы, за которые голосуете вы, да? Одна большинством голосов, другая случайный выбор. И я вот думала на май все это отменить, чтобы доделывать долги. Но потом я подумала, что мне на самом деле так нравится считать, что вы там голосовали. Мы попозже об этом поговорим. Что конкретно мне нравится, расскажу. Вот, но я, в общем, решила, что долги долгами, я лучше что-нибудь другое там отменю, а голосовалку мы оставим. Вот, поэтому сразу скажу, что предлагаю вам проголосовать под этим видео за какую-то мою работу, которую я буду вышивать в мае. Таблица есть, где перечислены все мои работы. В принципе, по названиям, я знаю, что кто-то, если открывает через телефон, там не все высвечивается, но по названию, по описанию, по дизайнеру я обычно понимаю, что вы имеете в виду. Вот, и приглашаю вас проголосовать за какую-то работу. Я, наверное, единственное, что в этот раз как-то намекну, что мне хотелось бы вышивать что-то осеннее. Я вернулась из путешествия в очень красивом месте мы были, и там очень-очень красивая осень, безумно красивая осень, и вот это вот очень так вдохновило на то, чтобы повышивать очень, хотелось бы очень вышивать осень. 150 раз скажу вам слово осень. Вот. Надеюсь, вы мой намек поняли. Ну, естественно, вы можете голосовать просто за вашу любимую работу. Это так, это мои пожелания. Ну и скажу, забегая немного вперед, что на апрель одна из работ как раз будет осенняя, именно ваш выбор. Попозже мы об этом тоже поговорим. Значит, еще раз, приглашаю вас проголосовать. Таблица в первой ссылке, еще есть видео про все мои начатые работы. Там тоже можно посмотреть видео, посмотреть, какие были работы, и выбрать какую-то за нее проголосовать. Значит, за что можно не голосовать, что я точно буду вышивать, это карта мира от Панны, маковый венок от Ольги Князевой. Я его надеюсь все-таки закончить в апреле. Там немножко осталось. И можете не голосовать за круг такой с физалисом от Ланкевич. Я его буду вышивать по-любому, потому что это май. Все остальное, пожалуйста, голосуйте, выбирайте. И в мае посмотрим, что там получилось. Так, на этом все. Теперь про март.
Я немножко, наверное, все-таки буду рассказывать сумбурненько, потому что за 2 недели я совершенно... Первое, отучилась говорить на камеру, сидя, а не вот за камерой я снимала, конечно, про отпуск. Я сразу скажу, что видео про отпуск, именно вот про места и так далее, то есть без вышивки, оно будет, неизвестно когда, потому что там очень-очень много материала, его надо как-то проанализировать, разобрать, подумать, сколько видео сделать. Тем, кому интересно именно наше путешествие, наберитесь терпения, когда-нибудь там все выйдет. Я даже не стала, я скачивала специально на телефон приложение для YouTube, чтобы выпускать какие-то короткие ролики. Мне абсолютно не понравилось качество, я не знаю, то ли это у меня руки кривые, то ли я спеша не разобралась в настройках, что там, как. Мне не понравилось, как это все выгружается с телефона. То есть я на телефоне вижу, качество-то лучше, а когда вот я его загружаю, там все теряется. Когда я переношу на компьютер и с компьютера загружаю, все гораздо приличнее выглядит. Вот. Поэтому какие-то, может быть, коротенькие я буду потихоньку тоже делать, выкладывать. В общем, путешествие будет, но не скоро. Я в этом видео, возможно, буквально пару кадров сделаю в конце. Тем, кому интересно, можете досматривать до конца, а тем, кому не интересно, соответственно, мы попрощаемся, и вы не будете смотреть то, что вам не интересно. И это видео все-таки про вышивку. Вот. Так вот, я отучилась, во-первых, говорить на камеру вот лицом, а во-вторых, однажды меня спросили, что, типа, как я храню свои 97% и как вообще я их узнаю и так далее. И я говорила, что вообще я их все помню абсолютно точно, и они у меня лежат преимущественно вот в таких пакетиках, свернутые, и я сразу вот издалека прям вижу и узнаю, кто есть кто. Пока мы были в путешествии, я очень мало вышивала, я брала с собой вышивку, тоже об этом попозже расскажу. И я поняла, что настолько я за 2 недели вот погрузилась в путешествие и забыла про вышивку, что сейчас, когда искала некоторые работы для съемок, я поняла, что, во-первых, я не узнаю некоторые, то есть там ткань, там что-то начатое, и я пока не развернула, я вообще не понимаю, о чем речь. И вообще, откуда у меня это такое. Это раз. Во-вторых, что-то мне было тяжело найти, потому что я не помнила, куда я вообще все это делала. Поэтому тут еще в этом сумбурность. Но я так разложила все это на кучке. Надеюсь, за апрель я смогу все это обратно систематизировать и привести в порядок. Так. Значит, это я все к чему? Это к тому, что результаты марта у меня, во-первых, плачевные, а во-вторых, сумбурные. Значит, я за март вышила 6800 с чем-то там крестиков. Я, по-моему, никогда так мало... Я раньше вышивала в каком-нибудь 2020 году, я вышивала вот такие цифры за неделю. Сейчас другая ситуация. Во-первых, был отпуск, во-вторых, у меня сестра приехала, в-третьих, Маркитос вернулся из командировки, и, в общем, было абсолютно не до вышивки. Но, честно говоря, за вот эти 2 недели отпуска я соскучилась по вышивке. Хочется так полноценненько повышивать. Не знаю, когда получится, но когда-нибудь получится. Так вот, результат у меня не богатый, но, тем не менее, давайте их посмотрим. Значит, что было у меня в марте? У меня было 6 процессов. Не по порядку буду показывать. Значит, вот это очень сильно шуршит. Это была панна. У меня каждый месяц есть какой-то набор, потому что у меня всего 13 наборов. Один из них это карта мира от панны тоже. И этот набор я вышиваю каждый месяц по чуть-чуть, каждую неделю по 1000 крестиков. А вот все остальные наборы я распределила, значит, на 12 месяцев, и с идеей в том, что надо каждый месяц вышивать по 2000 крестиков. Значит, 2000 крестиков я здесь не вышла, я надеюсь, что вам не бликует. Я знаю, что многие писали, или не многие, но кто-то писал, что бликует, когда я так показываю. Я, как вы понимаете, не вижу, что я там показываю, потому что я не снимаю на фронтальную камеру. Мне не нравится качество фронтальной камеры, поэтому в крайнем случае вы погуглите, да, панна, ранняя весна, но мне кажется, этот набор все знают. Значит, что я там вышила? Вышла я там совсем немного. Норму я не доделала. Вот такая вот у меня работа сейчас. Вот так все выглядит. То есть нарисовался там какие-то каркас домика. Так, я пытаюсь найти, сколько я
не вышила. Вот. Мне еще 1500 крестиков здесь. То есть из 1500 крестиков здесь. То есть из 2000 я вышила 500. Ну, знаете, тоже хоть что-то. Значит, вот это у меня долг. Сейчас немножечко, чтобы не перепутать с другими долгами. Ну и раз уж мы заговорили про пану, которую я беру ежемесячно, это вот карты мира. Ну, опять-таки, даже если бликует, вы знаете наверняка все, как это выглядит. Очень известный набор, да, географическая карта мира. Значит, я на данный момент не могу вам показать все вместе, потому что она запялена, мне очень лениво все это распяливать, потом запяливать. Вот этот участок я вышивала последние разы, да, я ушла в материки, рамку вышивала ранее, а вот последние недели вышивала материки и планирую вернуться к этой работе уже со следующей рабочей недели и по-прежнему вышивать 1000 крестиков в неделю. Значит, в марте я не вышила 4000, я вышла меньше, но продолжаем. Значит, я говорила, что в марте я не вышла 4000, потому что последнюю неделю я не вышивала, потому что готовилась к поездке, и потом, соответственно, уехала вообще. Поэтому здесь вышито меньше, чем в предыдущие месяцы. Я, в принципе, это закладывала, я знала, что у меня будет отпуск, я закладывала, что и в марте, и в апреле я вышью чуть меньше, чем в другие месяцы, поэтому тут как бы я это не считаю долгом. Буду вышивать в апреле в том же ритме, но про планы мы еще поговорим с вами чуть позже. В общем, это была вторая... Это была вторая работа марта. Дальше еще одна работа марта – это маковый венок. Я уже его вчера взяла вышивать снова, поэтому здесь видны некоторые результаты, скажем так, и апреля в том числе. Я прикреплю сейчас видео. Я снимала, как это все выглядело в марте. После этого я дальше венок не брала. Значит, что здесь? Здесь вообще какое-то сумасшедшее отставание, потому что я на самом деле планировала венок от Оли Князевой вышить в марте, закончить. Вообще, я, по-моему, его в феврале еще хотела закончить, но вот не получилось. Значит, здесь мне еще остается 1500 крестиков, так что тут еще работать и работать. Как это выглядело, вы уже посмотрели, и, в общем-то, мне остается там немного, да, цветочек один и сам шмелик. 1500 вышивается в целом, это все легко, но просто надо найти время и вышивать. Значит, это была третья работа. В общем, из 3 работ пока, да, только одна идет в целом в том ритме, в котором и планировалось. Дальше у меня были 2 работы по вашему выбору. Я ни на одной норму так и не сделала. Значит, на работах, которые вы выбираете, я вышиваю по 1500 крестиков. Большинством голосов было выбрано «Мастер и Маргарита». Он у меня тут вот запакованный. Я разматывать сейчас не буду, потому что потом лень заматывать. Я здесь вышила 1000 крестиков, мне здесь остается еще 500. Ну, там почти 1000. 505 мне остается, вот. И я уходила вот в серое пятно. В предыдущих сериях все это было. То есть здесь какая-то существенная картинка не появилась, но, тем не менее, фон тоже кто-то должен вышивать. Поэтому вот еще 500 крестиков долга, они остаются. Я, собственно, поэтому и не распяливаю, потому что долг я собираюсь все-таки завершить когда-нибудь. Сейчас мы поговорим, в апреле это будет или нет. И вторая работа, это, значит, «Мастер и Маргарита» — это схема Юлии Золотовой. И «Праздничный жук» — это работа от Овечкиных забав. И здесь я вышла еще меньше, здесь мне остается 964 крестика долга. Здесь, в общем-то, я не распяливала, но здесь и
ничего за пяльцами нет. Я вышивала фон, вышивался он в целом неплохо. Единственное, надо быть повнимательнее, потому что есть полукрест и в одну, и в две нити. И, в общем-то, просто мне не хватило времени. Это тоже будет долго. В общем, сколько я уже 5 работ показала, да, всего одна шла по плану, все остальное сплошные долги. И еще одна работа. Я каждый месяц беру 1 месяц от... Кто это? Little... Что-то там, Needleworks. И это была февральская работа, и это была январская работа. Все это вы уже видели, если смотрели мои предыдущие серии. И я на март взяла, запланировала одну работу и запланировала ее вышивать в отпуске. В целом работы, как вы видите, небольшие, достаточно примитивные, вышиваются легко, поэтому я подумала, что какой-то шанс на то, что я повышиваю там в самолете, в автобусах в переезде из города в город у меня был, поэтому я вот взяла. Я вам сейчас покажу готовую работу, не стиранную, не глаженную, вот она только что приехала, свернутая и так далее, но имейте в виду, зачем вам это иметь в виду, я не знаю, но тем не менее я ее не закончила в марте, я ее заканчивала уже в апреле, все еще в поездке, но в апреле. Вот у меня вышелся такой, это не следующая работа, там по месяцам она, но я ее выбрала вот именно эту на март, значит, я выбирала работы именно, чтобы они как-то мне отзывались, для поездки. Выбирала я в том числе по надписям, да, здесь у нас Вера, и я действительно очень-очень давно мечтала об этой поездке, мечтала посетить то место, которое я посетила в конце своей поездки, и мечтала я, скажем так, об этом достаточно пассивно. Ну, в общем, были обстоятельства, по которым эта поездка не могла быть реализована тогда, когда у меня только возникла эта идея. То есть я могла бы, конечно, ее реализовать, но гораздо большей ценой. А вот сейчас все так сложилось идеально, что получилось поехать. И, в общем, мне очень отзывалась эта именно работа. Ну, тут еще какие-то есть скрытые смыслы, я не буду вам их все рассказывать, потому что это такое более личное, что ли. Хочется рассказать про овечку. Значит, я об этом, кстати, не думала, но когда в поездке мы ходили на какие-то экскурсии и так далее, мы посетили одно из, ну, как это даже по-русски называется, ранчо, эстансия у нас это называется. В общем, там исторические все эти пространства — это такие степи, неплодотворные, ничего там выращивать нельзя, и завоевывая территории, как-то надо было там что-то, да, кого-то оставлять из людей, чтобы потом это не отвоевали какие-нибудь другие люди. И, в общем, начали там заниматься овцеводством, потому что есть там корм для овец, и, в общем, там очень много именно вот таких поселений. И в Аргентине есть такое, вообще в испанском языке, есть такое выражение. У нас, по-моему, в русском такого нет, но я, по крайней мере, никогда не слышала. У нас больше называют человека, который выбивается, грубо говоря, белой вороной, да? А у них есть такое черная овца. Дело в том, что на продажу шерсти овечьей ценится только именно белая, вот, да. А если рождается черная овца, это очень-очень редко бывает, ее сразу изолируют. Поэтому, собственно, вот такое, ну, изолируют, чтобы дальше не пошла смесь, но, тем не менее, иногда, периодически, вот они рождаются. И тут вот у меня как раз черная, эта самая овечка, и, ну, шерсть овечья не белая, как я уже говорила, она не ценится именно для таких массивных продаж, и мы там ходили в одно место, и там были женщины, которые научились у тех племен, которые изначально жили на этих территориях, искусство прядения. Вот сегодня у нас там 100 тысяч приспособлений есть, и вообще можно шерсть готовую купить. Они вот научились, как это делать все с нуля, и
с какими-то подручными средствами, и они используют в том числе вот эту вот овечью шерсть, которая не ценится на каких-то таких мировых уровнях. Вот такая история получилась. Значит, я заканчивала эту работу уже в апреле. Я думаю, что приближенный кадр я вам все-таки покажу отстиранное, отглаженное, и постараюсь это сделать до того, как смонтирую видео. Все, 6 работ у меня было, и, как вы видите, вот один долг я закрыла в апреле, все остальное остается у меня долгами. Значит, помимо этого хочу напомнить, что у меня были долги еще и за февраль. За февраль у меня был долг по вот этим клубничным сестричкам, они тут тоже немного сильно мятые. Значит, здесь я должна вышить еще 300 крестиков. Мне тут не очень понравился переход нитей. Еще был долг у меня по красной шапочке. И это схема Чайковской, Екатерины Чайковской. И здесь я должна еще 543 крестика. И еще один долг. Это у меня Мария Искусница, бутылки с пивом. Я, с вашего позволения, не буду вам показывать превью. Покажу вам только, что вот так вот у меня запялено, вышито совсем немного, и остается 870 крестиков, потому что на этих работах у меня было 2000, а на предыдущих, которые я показала, там по 1000 надо было вышить. Вот такая вот история, то есть у меня долги идут с февраля и с марта. По этой причине я думала, что, возможно, в апреле надо будет добивать долги и так далее и тому подобное, и в мае продолжать добивать долги, и тогда уже не просить вас выбирать работу. Ну, я подумала, что да, вот мне очень нравится, когда вы выбираете мне работу, поэтому это я решила оставить и немножко скорректировать свои планы. Что у меня с планами на апрель? С планами на апрель все очень печально, с одной стороны, потому что они какие-то малореальные. То есть они реальные, но не совсем. Давайте посмотрим. Значит, в первую очередь мне надо будет доделать маковый венок, потому что это работа для мамы. Маме передаст работу сестра, которая улетает в мае. И, в общем-то, 1500 крестиков можно уж до мая, а сестра улетает там в 20-х числах мая. Можно уж, конечно, дошить, все замечательно, но я маме обещала 2 работы. Вот эту я дошью, и мне нужно будет приступать к работе осенней по схеме Ольги Ланкевич. Я почему-то думала, что здесь 8000 крестиков остается, но здесь остается более 11 тысяч крестиков, поэтому там 11500. Ну, короче, меньше 12, но гораздо больше 11. И если, допустим, половину брать на апрель, чтобы вторую половину дошить в мае, то все-таки надо где-то рассчитывать на 6000 на этой работе. Многовато. Значит, вот эти 2 работы у меня обязательные, прям обязательные, вот именно вот в таком плане. Дальше у меня продолжается, как я вам говорила, карта мира. И здесь мне надо будет каждую неделю апреля из оставшихся недель, да, вышивать по 1000 крестиков. Я поставила там 3000 минимум надо вышить, значит 3000 еще плюсую. Дальше я посчитала ваши голоса. Давайте про выбор, который делали вы. Значит, в этом месяце было очень забавно. Хочу вам рассказать, потому что я принесла список. Вот, всего голосовали за всякие разные работы. Вот этих разных работ из моих 97 было аж 37. Мне очень нравится, что действительно нравятся разные работы, раз голосуют за разные. Это очень-очень круто. То есть не то, что из 97 работ нравятся 2, и вот за них голосуют. А еще очень прикольно, что вот мы выбираем уже 3-й месяц, и все время разные работы выпадают, не повторяются. И это тоже очень приятно, потому что, разнообразие всегда приятно. Значит, нос к носу шли 2 работы.
Давайте сейчас посмотрим сначала случайный выбор все-таки. Так будет логичнее. Дорогие друзья, сегодня 7 апреля, и я решила выбрать такие работу на апрель, случайный выбор. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что компьютер у меня что-то тупит с непривычки, видимо, забыл, как работать за то время, пока меня не было. Значит, если прям совсем будет тупить, мне придется это вырезать, а вам мне придется поверить на слово, что я тут ничего не склеила. Значит, под 8 серией вы голосовали за работу на апрель. И давайте посмотрим, что у нас получится именно случайный комментарий, какая работа нам выпадет. Мне, в смысле. Так, вот, «Утренний Питер» Екатерины Бесперстовой. Это, между прочим, вторая по голосованию, по голосам работа, за которую вы голосовали. В общем, сейчас расскажу про ту работу, которая набрала большинство голосов, и, в общем, вы поймете, что я имела в виду. Давно так не говорила по-русски, хотя рассказывала я, конечно, в видео, записывала из нашего путешествия, говорила там, естественно, по-русски, но, видимо, про вышивку давно не записывала, разучилась говорить. Вот, Юле большое спасибо за выбор, и, как вы понимаете, Питер должен будет, не знаю, получится или нет, но нужно бы мне в апреле вышить на нем 1500 крестиков, и через секундочку посмотрим, в каком состоянии он у меня сейчас. Так вот, победил «Утренний Питер», я его принесла. Победил в плане, что случайным выбором победил, да? И на «Утреннем Питере» у меня история сейчас вот такая. Я, честно говоря, не принесла планшет, чтобы посмотреть проценты, какие-то точки, от иглы явно остались. Так, ладно, на изнанке, на лице тоже видно. Я надеюсь, отстирается. Так, здесь прилично продвинулась работа, но, по-моему, точно меньше 50%. В общем, здесь есть что еще повышивать. И я дошла здесь до края, до угла, да. А вот в небе, мне кажется, здесь еще остается, и внизу остается, и вот эта вот вся часть остается. Ну, в любом случае, давайте посмотрим на превью и поймем, что здесь у меня еще предстоит. Вот так, да. Здесь должна я буду вышить 1500 крестиков в апреле, и тогда будет считаться, что я выполнила норму по этой работе. Значит, и эта работа шла просто по голосам очень-очень ровно, пока я считала с той работой, которая в итоге все-таки победила. Значит, «Утренний Питер» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 голосов получил, а в итоге победила все-таки Светлогорск. Он так сильно оторвался и получил 11 голосов. Значит, Светлогорск у меня вышит тоже весьма немного у меня здесь вышито. Ну, опять-таки, это много в целом, но немного в масштабах схемы. Схема большая. Это схема Ксении Адоньевой. И вышиваю я здесь на Монике. Моника цвета слоновой кости. Вот пока даже не переставляла пяльцы, по-моему, или переставила их вниз. Нет, не переставляла, потому что вот это я не зашивала, потому что мне здесь не очень удобно подлезать. 1500 крестиков тоже буду здесь вышивать. Я очень рада, что мне выпал Светлогорск, потому что схема все-таки осенняя, хотя кто-то из девочек, когда выбирал, писал, что выглядит она весьма по-весеннему. Вообще вдвойне замечательно, вам актуально, если вам это выглядит по-весеннему, и мне актуально, потому что для меня это выглядит по-осеннему. Значит, вот эти две работы по 1500 крестиков, это тоже у меня на апрель. Что еще хотела сказать по поводу вашего выбора? Значит, 3 место с отставанием был Эдгар Аллан По, и мне в какой-то момент много за него голосовали там на общем фоне, да, потому что все остальные работы там по 1 голосу, по 2 голоса, по 3 голоса, а вот у этой работы было 5 голосов, и мне в какой-то момент казалось, что даже возможно выиграть, потому что было подряд много голосов, но в итоге Светлогорск сильно-сильно оторвался от всех и вот победил. В этом месяце тоже
надеюсь на ваши голоса, надеюсь, что будет точно так же интересно, много разнообразно. Значит, это еще 2 работы, и обычно я сама себе выбираю несколько работ на месяц из разных категорий. У меня есть категория набор, у меня есть категория на темной основе, у меня есть категория примитивы, у меня есть категория сезонная, да, это либо Новый год, либо там какие-то праздники. К Пасхе, которая у нас вот уже, в момент, когда вы смотрите, она у нас уже прошла, потому что в воскресенье была Пасха, а вы смотрите, скорее всего, я надеюсь, если я успела смонтировать в понедельник видео, у меня нет пасхальных сюжетов, у меня есть кролики, но я их не ассоциирую с Пасхой, поэтому пасхальных сюжетов у меня нет, но у нас наступила осень, и, как я вам уже говорила, я вернулась из осени, из безумно красивой осени. В Буэнос-Айресе осень пока еще что-то начинает желтеть. Я еще, правда, не успела особо погулять по городу, чтобы понять. Погода стоят в целом ясно, солнечно, но уже не так жарко, как это было до моего отъезда. Я именно в отпуске вдохновилась и очень хотелось бы вышивать осеннее. Поэтому сезонное я пока не выбирала. На темной основе я пока не выбирала. Если я буду выбирать что-то на апрель, то я буду выбирать из своих осенних работ. Об этом позже поговорим. Позже, в смысле, в следующих вообще видео. Анализируя то, что у меня тут вот вообще запланировано, я подумала, что я не могу пропускать, не должна пропускать свои эти овечки. Поэтому у меня здесь уже начата работа следующую овечку, следующий сюжет. Здесь будет 4 аж овечки. Я их начала в самолете, вообще в поездке, и вот в самолете последний раз вышивала, поскольку запяливала я, знаете, вот практически на весу, запялилась, как вы видите, не особо ровно, поэтому идет вот такая вот линия. Показываю, как есть. Я вообще была удивлена, что достаточно много я повышивала, да, вот один сюжет вообще закончила, но были моменты, во-первых, были дни отдыха, потому что в последнем месяце мы много ходили по горам в треках, и каждые 3 дня или 2 дня прям таких интенсивных треков мы все-таки отдыхали. И в эти дни мы, конечно, ходили, гуляли, все равно, просто не так далеко, и у меня было чуть больше времени, и я успевала 150-200 крестиков вышить. И основную часть я все равно вышла в транспорте 2 раза в самолете туда-обратно и в переезде между городами. Там у нас было, по-моему, 3 часа на автобусе, и если я не залипала в то, что было за окошком, а там бегали гуанако, и тяжело было не залипать, поэтому вышивалась чуть меньше, но вышивалась. И здесь, 1000, по-моему, крестиков здесь еще остается, и вот ее нужно будет вышить. Так, сейчас посчитаю. Тут было у меня написано, 1200 мне остается. Поэтому вот все, что я вам назвала, кроме набора, это 15 000 крестиков. И я решила, что вместо сезонного я выберу какой-то набор, потому что в наборе у меня по 2000 крестиков, и наборов у меня 12. Если я какой-то месяц пропущу, у меня получится, что там какой-то набор останется вообще не удел. А у меня одним из таких планов глобальных на год это вышить все-таки на каждой работе как минимум 1000 крестиков. Что по наборам? Поскольку хотелось что-то осеннее, да, понятно почему, у меня есть 2 осенних набора, или, по крайней мере, я сейчас помню про 2 осенних набора. Это вот Жанлин, и изначально я даже думала, что все-таки будет Жанлин. Я надеюсь, вам не сильно бликует. Давайте я достану. Возможно, он не настолько популярный. Надеюсь, видно. Я хотела, наверное, изначально этот набор брать, но, по крайней мере, в моих записях до поездки был написан именно этот набор. Но в итоге я все-таки почему-то вернулась и решила, что я хочу взять другой набор, который я тоже считаю осенним. Это «Золотая рыбка» от РТО. Давайте покажу вам, что у меня уже готово. Здесь у меня почти готовы оба персонажа.
Рыбку там еще надо доделать. И, собственно, фон — это как раз такие осенние листочки. Они такие достаточно размытые, но тем не менее. В общем, я думаю, что я все-таки возьму золотую рыбку и вышлю на ней 2000 крестиков, а Жанлин тогда будет на май. В мае у нас продолжается осень, и в июне тоже будет осень, до 20 числа включительно июня у нас будет осень. Почему я больше упор делаю на апрель и на май? Потому что в апреле и в мае все-таки больше желтых деревьев в городе, в столице, а в июне уже то, что опадает, уже опало, поэтому у нас либо лысые деревья, либо зеленые деревья в июне. Вот с этим набором, с каким-то из них, да, скорее всего, золотой рыбкой, получается 17 тысяч крестиков на апрель. В целом план реальный, но так прям вот, если я все-таки буду действительно посвящать приличное время вышивке, а продолжает у меня оставаться сестра, мы, естественно, общаемся, и это, естественно, не получается у меня целый день с утра до ночи вышивать. Если вдруг все пойдет вот так, что действительно у меня будет много времени на вышивку, я смогу что-то еще сюда добавить, я буду добавлять что-то явно осеннее, потому что очень-очень хочется вышивать осеннее. Значит, про планы на апрель я сказала, хочу рассказать немного про свой год без стартов. Как вы понимаете, стартов у меня все еще не было, и вообще в это время мне было как-то не до стартов. Но, тем не менее, у меня в марте появилось несколько соблазнов. Во-первых, на 8 марта моя подруга Варенька, Варя, большой тебе привет, и большое спасибо за подарок. Значит, Варя подарила мне схему, причем осеннюю. Это осенние латте, это Rin Stitch, по-моему, дизайнер. И я давно очень хотела эту девчушку, она очень милая. И, ну, как бы я держусь, я не планирую ее сейчас начинать, потому что действительно очень много всего, и некогда, и просто из-за организации мне сейчас неудобно. Но она очень-очень классная. И еще один момент, который меня так сбивает с пути истинного и тоже хочется начать. У живущей на радуге, Елена, по-моему, ее зовут, да, вышли кубики. Мне, по-моему, кто-то написал в Инстаграм, скинул эти кубики, и, блин, какие же они классные. По-моему, их 2 или даже 3 рукодельные кубики. Я оставлю ссылку. Эти схемы, наверное, можно купить только на Etsy. Мне доступно только на Etsy, скажем так. Я пока не покупала, но мне безумно хочется вышивальный. Он очень классный, и причем хочется так, что купить и вышить. И начать. Вот. Но держу себя в руках, вот поэтому не покупаю пока. Но обязательно думаю, что куплю, вышью в какой-нибудь там следующий год. Значит, вот это вот то, что меня соблазняло. В «Контакт» я просто не могла заходить. Я пропустила, по-моему, первый раз в жизни вообще «Фабрику желаний». Обычно я на «Фабрике желаний» выбираю, ну, как минимум 2 дизайна. Не как минимум, на самом деле, я всегда выбирала 2. И вот в последний раз только там сорвалась и прям много всего выбрала. А вообще выбираю 2. В этот раз я успела зайти и посмотреть иллюстрации еще до того, как их начали разбирать. Ни за что у меня так в целом глаз не зацепился, а потом я просто в поездке интернета практически не было. Еще я как-то пыталась зайти, мне что-то написали, что у меня была попытка взлома, поэтому там что-то надо было подтвердить, мне стало лень. И я просто не заходила в «Контакт», поэтому я не знаю, что там выходило, какие новинки. То есть у меня не было соблазнов в первую очередь из-за незнания того, что выходит. Значит, это что касается моего года без стартов, так что я пока держусь, у меня остается все еще 3 жизни. Я думаю, что в ближайшее время все-таки там, в мае, в июне я что-нибудь достартану, но пока, как вы понимаете, без стартов. И что-то еще я хотела вам рассказать. Про планы на апрель, вернувшись из поездки, я думала о том, что я хочу поставить себя в планы на апрель, и подумала, что я хочу заменить рамочку. Вернее, рамочку не хочу заменить работу в рамочке. У меня здесь были ламы, и вот я специально их вставляла
не осеннюю, а именно ламы, чтобы немножечко они здесь покрасовались. И вернувшись, я поняла, что одно из первых, что я буду делать рукодельное, это поменяю этих лам на осенний сюжет. Вышитый мелхил осенний у меня есть один. Заменю. Надеюсь, в следующем видео, если будет вид именно с рамочкой, то вы уже увидите в ней другую работу. Наверное, на этом все. Все самое важное я вам рассказала, про планы рассказала. Что дальше будет в плане видео, я не знаю, потому что, по идее, надо бы снимать либо вышивальные недели, но поскольку вышивальные недели по предыдущему опыту, если вы посмотрите предыдущую серию, да, которую многие пропустили, 11-ю, напоминаю, посмотрите, пожалуйста. Об этом поймете, что как-то недели не получаются, потому что 2000 крестиков это очень мало, больше мне вышивать реально не получалось, по крайней мере, может быть, сейчас начнет получаться, не знаю. Поэтому снимать смысла их нет, но можно попробовать. Вот. Поэтому следующее видео я не знаю, о чем будет. Возможно, я что-то сниму про... Раз уж я горю осенью, может быть, расскажу, что меня особенно вдохновляет, а может быть, расскажу про вышивки, которые хочется вышивать после именно путешествия. Потому что мы были в горах, и там... Мне, в принципе, это не только моя зацикленность на вышивке. Я выкладывала какие-то фотографии, преимущественно в Инстаграм, но и в Телеграм-канале тоже выкладывала. Ссылки на все мои соцсети есть в описании под видео. Многие писали, что вот это напоминает там какой-то такой набор, еще какой-то набор. Мне большинство видов напоминает «Величие природы» от ЛКС. Там, естественно, другие горы, потому что вот Фицрой, к которому мы ездили, мы его называем Чальтен, мне самой персонально больше нравится Чальтен, как-то Фицрой ему не идет. Но не суть. Суть в том, что Чальтен это такая особая гора, которую именно, она там не максимально высокая, ничего, но у нее особая форма, которая очень привлекает фотографов со всего мира. И пока мы там были, очень-очень много людей стоит и ждет, когда эта капризная гора выйдет из облаков, потому что очень часто скрыт за облаками, чтобы сделать вот эти вот кадры. И форма у Чальтена достаточно такая запоминающаяся. Вот мы мат купили с изображением, у меня на футболке, у меня теперь везде гора, да, и у нее такая особая форма, то есть когда ты видишь на каком-то изображении, ты в принципе понимаешь, что это не Чальтен или Чальтен. Вот, поэтому в величии природы это, конечно, не Чальтен. И по природе, которая вокруг, там елки, да, вот у Чальтена нет елок, там другая растительность. То есть понятно, что это не оно, но вот в целом картинка и вот это вот действительно величие природы, какая-то восхитительная гора среди абсолютно голубых, изумрудных рек, озер и так далее. Это вот в целом напоминает. Ну, есть еще какие-то работы, вот как раз девочки мне присылали. Что это напоминает? Возможно, я сниму видео про это, какие мои работы. У меня есть несколько работ. У меня одну работу Ксюши Бамбуловой очень хочется вышивать домик в горах, потому что мы, конечно, были осенью, но в целом вот все равно напоминает, потому что там и горы есть, и домики есть. Очень похожие пейзажи на то, что было в тех местах, по которым мы путешествовали. Ну, на этом, я думаю, я с вами буду прощаться. Какое-то видео все-таки будет через неделю. Я надеюсь, вы его увидите, посмотрите и оцените. Надеюсь, оно будет интересным. На этом я с вами прощаюсь. И я думаю, что тем, кому интересно все-таки про путешествия, несколько кадров, коротеньких видео вы увидите сейчас, если не выключитесь. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое спасибо. Не забывайте голосовать за работу на май. И увидимся в следующих роликах. Пока!